Во. Все, начинаем нашу трансляцию с такого вот места. Это в этом году в апреле в конце ребята поставили поисковики. Вон стопочки. Здесь вот одна моя, вторую еще кто-то принес. Есть у меня там немножечко зубровки. Сейчас наполним дедам нашим. Так, ну, давайте, дедушки. Во, дорогие друзья, товарищи, значит, в прошлый раз шел по этой же дороге до блиндажа, снимал видео. Видео получилось, ну, реально, блин, счастье для эпилептиков. Камера дрожит, качается. В этот раз решил повторить эксперимент. Вон, кстати, гать старая. Но уже со стабилизатором. Купил себе стабилизатор. Блин, полковник Кудасов опять нищ. Пришлось разориться на стабилизатор, потому что прошлое видео, оно было, блин, я пытался из него что-то смонтировать для вас. И потом понял то, что у меня уже глюки от всей этой тряски начинаются. Ну, не знаю. Сейчас на стабилизатор сниму, а там уже на ваш суд. Значит, иду я куда? Иду по заброшенной дороге, по военной дороге, да, в принципе, еще до военной. Направление в одну из деревень, которую немцы сожгли полностью, когда отступали. Вот по такой гате. Лет ей хрен его знает сколько. В этой деревне сейчас нет ничего. Просто одно большое пустое место. Мы там недавно были, выходили на нее. Стоит охотничья вышка, кормушки, солонцы. Сделали охотугодие. Ну, в принципе, неплохо. Кстати, у меня была Волга 3110. Замечательная машина. Вот по этой жиже я проскакивал. Это вот там не от меня, там запчасть какая-то валяется. Не от меня. Ну, ободрался, все бамперы ободрал. Естественно, все, что можно было раздолбать, тоже раздолбал. Но машина была такая и бралась из расчета такого, что если она и кулом встанет где-нибудь в лесу, то не жалко. Облить бензином и сжечь. Хотя бы на костер посмотреть. Вот. Иду в сторону вот этой вот заброшенной деревни, в сторону блиндажа немецкого, вроде как, который я нашел. Вроде не битый, мои копы там есть, но остальное вроде как четко, там никто не ходил. Не знаю, будем смотреть. Были находки, там снаряд разминированный, прошедший по стволу, по-моему, даже танковый. Ну, с танковой пушки. Всякие обрезанные эти гильзы от осветительных ракетниц немецких, ну, из которых немцы стопки делали себе. По-нашему, по-современному сегодня шоты, наверное, так будет называться. Вот. Нашел там килограммовую гирю. Вообще, просто маленький блин такой железный. Килограммовая гиря. Зачем она, куда она, вообще ничего не понятно. Так, ну, испытываю работу стабилизатора и заодно еще что расскажу. Значит, ездил буквально недавно в Республику Карелия. Доехал до туда. Есть там на Ладоге одно место. Это
Ну, если сверху на Ладогу смотреть, справа, правый берег Ладоги. Есть там одно местечко, финская линия обороны. Я уж думал, там приеду, будет что-то интересное, там покопаю, там это все, оттянусь, поплаваю. Приехал я на эту Ладогу. Блин, такое разочарование меня ждало, конечно. Там Ладога, берег песчаный и каменистый. Никаких ни камышей, ничего. То есть, ну, поплавать, рыбу посмотреть вообще не вариант. Негде рыбе там зацепиться за какие-то заросли. Финская линия обороны. Ну, вставлю, наверное, в этот ролик, в это видео, вставлю. Значит, там нашел противотанковые надолбы, кучу блиндажей, вообще вот окопы, блиндажи, вот все что угодно. Там такие, причем еще доты есть, они круглые доты такой шарообразной формы. Ну, я насколько понимаю, чтобы снаряды отскакивали там, еще что-то, ну, хотя хрен его знает, там с пушки, если попасть, или с танка, блин, отскочит, не отскочит, да, наверное, отскочит. Реально шарообразные доты, тоже, наверное, вставлю в резку. Но разочарование мое еще по поводу воды, это ладно. По поводу копа тоже большое разочарование. Почему? Потому что там нету нифига. Абсолютно нифига. Просто вот как будто финны взяли и ушли. Вот, ну, реально, в один момент просто такие, типа, ребят, собираемся, все, пошли нафиг. Нашел буквально, вот сколько лазил, я там часа 3, наверное, лазил по всем этим окопам, блиндажам, траншеям. Блин, буквально 4 гильзы отстрела от какого-то, по-моему, 9-миллиметрового то ли пистолета, то ли что-то такого. Все. Нету ни отстрела, ни воронок от мин, ни осколков, нифига. Вот прям реально, как будто просто вся позиция встала, такая типа, ну его нахер, и ушла. Естественно, доты взорвали, они взорванные все. Но мысля у меня такая. Если кто-то что-то больше знает, то поправьте. Вот. Так, что у нас еще там рассказать-то вам нового? Здесь очень в этом районе много деревень, которые немцы, когда отступали, сожгли, жителей всех вырезали или тоже сожгли в амбарах, складах. Есть тут неподалеку такая деревенька, Карбуселька. По-моему, в 19 году там на месте ее, ну там, естественно, ничего нет, на месте ее поставили часовнику небольшую. И если найдете в интернете, ну, в принципе, в открытом доступе все эти воспоминания ветеранов есть, что наших, что немцев. Есть один такой немецкий танкист, он в своих мемуарах вспоминает то, что позиционировались они в Карбусельке, в этой деревне. Свой первый «Тигр», на котором он воевал, он ездил встречать на МГУ, станцию железнодорожную. Только вот почему-то этот жопошник в своих мемуарах ни хрена не говорит о том, что когда они отступали, они там всех вырезали. Ну, ладно. Чё? Не мы им судьи. Видимо, там сверху каждому все воздастся, а ему уже воздалось. Потому как в 2010-х, уж точно дату не помню, он приставился. Вот. Что там дальше было, фиг его знает. Так, что вам еще рассказать? Многие спрашивают меня,
что подписчики канала, что друзья мои, товарищи, знакомые. А нахрена ты с собой носишь пистолет травматический в лес? Чё ты как бы хочешь от него получить? Первая причина. В наших лесах, в принципе-то, хищников таких, которые могут навредить человеку, нет, кроме медведя. Медведь, Ленинградская область, мало его, но есть один нюанс. Медведь, он, когда свои владения обходит, вот, кстати, остатки старой гати, он, когда свои владения обходит, он, в принципе-то, существо шугливое. То есть, если есть громкий звук, еще что-то, то он это место, с которого все это происходит, он обойдет. Даже когда человек идет по лесу и говорит, для него это слышно, он лучше не будет лезть на рожон, так скажем. И пистолеты я поэтому с собой и беру. Беру я его с собой для того, чтобы, идешь ты там метров 500-800 по лесу, стрельнул разок, все, ты себя сам обезопасил от всех вот этих вот ненужных встреч и так далее. Лисы от тебя отбегут, кабаны, лоси шугнутся, медведь тот же самый тоже стороной обойдет. Поэтому, как в интернете есть такой мем, как говорила моя бабушка, лучше 2 раза выстрелить, потом перезарядить и еще раз выстрелить, чем переспрашивать. Да? Вот здесь такой же принцип. Лучше пару раз шмальнуть, обозначить то, что ты здесь. У тебя громкая пуколка, ты представляешь угрозу, и тебя животные обойдут стороной. Ну и плюс еще, когда идет сезон охоты, а в этих местах проходит охота, видел не раз людей там все с ружьями, там по номерам стоят, там все дела. Ага. Вот. И когда проходит охота, то тоже обозначить себя для того, чтобы, допустим, услышал рядом с собой выстрел, все, достал пуколку свою, просто пукнул один разочек и обозначил, что ты здесь, в этой стороне, сюда стрелять не надо. Вот, это первая причина. Вторую сейчас еще расскажу чуть попозже. Сейчас расскажу вторую причину, почему я хожу в лес с пистолетом. В 2019 году, как сейчас помню, 2 октября со своей девушкой что-то мы вдруг на выходных решили поехать за грибами. Грибов много было. Решили, причем спонтанно, и поэтому так получилось, то, что приехали мы, в принципе-то, уже в лес, вот сюда, часа, наверное, в 4 вечера. И, принцип сбора грибов был какой? То есть идем вот по этой дороге и зигзагами виляем. Сделали полукруг, вышли на дорогу. Сделали полукруг, вышли на дорогу. Вот. И в один прекрасный момент темнеет, так что... Ох ты, смотри, какой лосяр шел. Смотри, какие следы. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Здоровенный лось шел. Погуляв немножечко по лесу, грибов насобирали. В принципе, выходить надо к машине, к дороге. Тут выясняется то, что... Ух ты, нифига себе, блин. Какие следы-то. Прям смотри, какие. Классно, животные ходят. Короче, выясняется, что мы что-то как-то заблудились. В смысле я. Потому что я вроде как ответственный был там за всю эту фигню, чтобы не заблужаться там и все остальное. И тут октябрь месяц, начало уже октября, 2 число, повторяю, начало в лесу темнеть.
насколько вы знаете, в лесу темнеет очень быстро. Не так, как на открытой местности. И, естественно, для того, чтобы еще больше не заблудиться, не получить травмы и так далее, я говорю, давай, короче, все. Сматываем удочки, останавливаемся, тормозимся здесь. Нашел место по суше. Начал собирать костер, начал собирать лапник, ну, под задницу, грубо говоря. Сделал там небольшой навесик, чтобы ночевать. Надо отдать должное девушке моей, то, что она как бы такая, ну, блин, ну, хорошо, все, ладно, без паники, безо всего. День еще был такой хороший. Ни дождя, ничего. Было очень тепло, кстати, было. Вот на удивление, даже ночью было очень тепло. 2 октября. Начал я, значит, собирать лапник, вот это вот все, там стелить, готовить какой-то там временный шалаш, костер. И тут девушка моя говорит, слушай, а давай позвоним, говорит, в МЧС. Они же там всяких этих грибников-то спасают. Я говорю, блин, ну, хрен его знает. А в лесу там такая связь была, что, ну, 2 зарубки это за счастье. Одну поймаешь там, ну, вообще, это как бы замечательно. Кое-как, пролазив все березы и ели, поймал я, значит, связь. Вызвали мы МЧСовцев. Кое-как с горем пополам скинули им точку свою позиционирования в WhatsApp, геоданные. Нас сначала переслали с основного номера МЧС на городской, с городского на областной, с областного на районный. И потом уже в районном мне чувак отзванивается, такой говорит, блин, вот мой номер, все, если что, звони сюда. Скидывай мне точку WhatsApp. Я говорю, хорошо. Короче говоря, пока мы лазили за грибами, я как раз тогда только буквально вот купил ружье свое. Че, лес глухой, тьму таракань. Думаю, дай-ка я его пристреляю хотя бы там. Прицел посмотрю, как работает там. Как вот это все там. Ну, просто пристрелять. Взял ружье с собой. Было у меня примерно с собой 40 патронов. И, значит, эти ребята МЧСовцы. Они, короче, скидывают нам смс-ку, что мы, говорит, приехали примерно в то место. Начинаем заходить в лес. Хорошо. Потом скидывают еще одну смс-ку. Мы из леса вышли, потому что не смогли пройти болото. Заходим еще раз. Короче говоря, у них только с 3-й попытки получилось нас найти. И то благодаря тому, что я им потом уже сказал. Говорю, ребята, у меня с собой ружье, патроны есть, не вопрос. Давайте я вам буду шмалять раз там в 10 минут. Да, в принципе, я и перед этим шмалял, потому что сыкотно. Ночью в лесу там дальше вытянутой руки ничего не видишь. Ух ты, смотри, какие лисички. Лисички пошли. Вот они, лисички. Вот. И, короче, раз в 10 минут я им шмалял для того, чтобы они шли на звук. Нашли нас ребята, все. Ну, ребята попались, кстати, очень адекватные, юморные, молодые. Пришли, блин, с них пот течет, там все, там это. А у нас просто с собой даже фонариков не было, чтобы выйти хотя бы куда-то. И они, значит, нас нашли, посидели около костра, поприкалывались, покурили, тут поржали, блин. Давай в обратный путь. И вот мы, значит, идем в обратный путь. Через болото, через кочки, через все вот эти вот там грибов, там целая тьма. Там у нас с собой еще по 2 пакета. Я-то не бросил. Девушка-то, конечно, моя бросила. Вот. А я-то не бросил. И мне потом эти ребята говорят, типа, говорит, сколько грибников, говорит, из леса выводили, ни один, говорит, пакета не бросил. Сами шли, собирали себе на жареху, такие идут, прикалываются тоже такие, вот сейчас, говорит, на базу приедем, пожарим себе там на ночь, там, типа, там, перед сном. Вот, ну, прикольно, ребята, вот. И, значит, мы шли до их машины,
от нашего костра 200 километров. То есть 1200 метров по лесу. Ну, причем с такими условиями, что кругом болотина, где-то что-то обходить, там вот это вот все. Это 1200 по прямой. А не по прямой, там, я не знаю, там, наверное, все 3 будет. И вот я с этим ружьем, короче, блин, и я вспомнил все. Вон, лисичечки, лисичечки, сколько их, родименьких. Сколько их, родименьких, лисичечки. И с этим ружьем, короче, я вспомнил все, проклял все, блин. Это вот как опять армейские времена, когда я с автоматом Калашникова ходил, 7,62, блин, деревянный приклад, не складываешься, как он там, АК-74, по-моему, называется, или что-то такое. Ну, вот. Я проклял все, пока лез по этому лесу ночью. После этого я задумался. Блин, да вот так вот даже, если ты заблудишься, все вот эти вот шумовые гранаты, петарды, сигнал охотника, да все это хрень полнейшая, блин. Это полнейшая хрень. На расстоянии там 800, там 900 метров тебя никто не услышит. А если лес плотный, вот, тем более. Я такой думаю, блин, надо, короче, что-то взять такое, чтобы просто сигнал-то подавать. И вот, естественно, что можно взять? Разрешение вроде как есть. Документы сделаны. Взял, соответственно, травмат. То есть с травматом в лес я хожу не для того, чтобы на кого-то охотиться. И не для того, чтобы от кого-то защищаться. Это бесполезно, я уже рассказывал. А просто тупо для того, чтобы подавать звуковой сигнал. Скажем так, для своего спокойствия. Вот и все. Так, ну вот, подходим к нашей развилке. Сейчас пойдем в лес. Следующие кадры, наверное, уже будут с блиндажа. Вот наш блиндаж.